Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. Мы с вами уже проделали большую работу, и теперь время немножко оптимизировать наш рабочий процесс, нашу рабочую область, над которой мы работаем. Поэтому мы с вами настроим пользовательскую рабочую область таким образом, чтобы нам было максимально все доступно, все панели были под рукой, не приходилось каждый раз что-то там где-то включать, чтобы активировать какой-нибудь инструмент в программе. Стандартная рабочая область в программе FontLab при открытии под названием Default выглядит примерно вот так. По моему скромному мнению, она достаточно выглядит скромно и не очень удобно для работы полноценной над шрифтом. Поэтому было бы здорово нам ее подстроить под себя, таким образом, чтобы нам были доступны сразу все необходимые панели и ничего лишнего при этом нам не мешало в работе. Для того, чтобы переключиться между рабочими областями, нам нужно зайти в окно Window, Workspaces, и вот здесь представлены стандартные рабочие области, например, Default. Выглядит вот так, мы его видели уже. Дальше у нас есть область для работы с вариативностью, какие-то у нее имеются здесь настройки для кернинга. Вот так это примерно выглядит и так далее. Но это не совсем то, что нам нужно, потому что все-таки это какие-то такие базовые штуки, а панелей в FontLab гораздо больше, и очень много из них каких-то полезных. Поэтому желательно их видеть сразу в одном окне, чтобы не приходилось что-то переключать, там что-то постоянно настраивать и так далее. Все сделать в одном виде. Поэтому давайте настроим ее под себя. В этой части я бы хотел, чтобы вы просто повторяли за тем, что делаю я, потому что вы еще пока не сильно разбираетесь в FontLab и в тех панелях, которые здесь представлены. Поэтому просто повторяйте их расположение за мной, и в будущем уже мы полностью это все дело будем использовать в работе. Поэтому для начала я сейчас переключусь в стандартную рабочую область под названием Default, чтобы от этого уже отталкиваться. Я уже 4-й год экспериментирую с тем, как расположить панели таким образом, чтобы было все максимально удобно и доступно, поэтому в текущей редакции она выглядит у нас примерно вот так, поэтому поставьте на паузу, и в будущем мы сейчас с вами будем стараться повторить расположение всех этих панелей, потому что это в моей практике показало очень, скажем так, наилучшие результаты. Поставьте на паузу или там сохраните эту картинку и попробуйте повторить все то, что вы здесь видите, повторяя, собственно, все те действия, которые делаем мы. Поэтому снова возвращаемся в дефолтную рабочую область и уже начнем настраивать сначала правую сторону, вот эту боковую панель, потом левую и потом середину. То есть у нас будет 4 разных областей, поэтому мысленно мы их разделяем вот на такие блоки. Настроим правый столбик рабочей области. Панель Fonts нам здесь, скорее всего, не нужна будет, поэтому что я сделаю? Я немножко вот эту часть раздвину, и здесь у нас уже есть панель Layers, Elements и Transform. Для того, чтобы добавить или открыть новые панели, которые присутствуют в FontLab, нам нужно воспользоваться двумя вариантами. Первый – это Window, Panels, и здесь мы можем выбрать любую из этих панелей. Или можем сделать вот так. На панели Toolbar можем правой кнопкой нажать на каком-нибудь инструменте активном, то есть на всех она не работает, только на каком-то активном. И здесь тоже нам доступны все панели FontLab. В первую очередь делаем это все в таком порядке. В правом столбике сверху у нас находится панель Layers and Masters. Пока ее можно свернуть, можно раскрыть, можно ее закрыть, открыть и так далее. В общем, я ее, даже если вот сейчас все закрою, у меня FontLab, видите, растянулся полностью, я могу снова открыть панель Layers and Masters, она у меня появилась вот здесь. Если она вдруг появилась у вас где-то здесь, то мы можем просто ее приклеить вот сюда. В общем, мы ее сделали, сверху Layers and Masters. Дальше у нас панель Elements. Находим ее, она у нас вот как непонятно сделалась, мы ее открепляем, прикрепляем ее заново. Дальше нас интересует панель Галерея. Иногда она будет нам полезна, но, наверное, в этом курсе особо-то и не нужна будет. Я ее открепляю и снова приклеиваю сюда. Пока, наверное, мы все это вот так посворачиваем. Дальше нас интересует панель Brush. Вот так приклеиваем ее. Он тоже имеет какие-то настройки, пока это нам не нужно. Дальше панель Stroke. Она вот у нас уже, походу, сразу на место стала. И последняя панель Kerning. Тоже мы ее вот так вот приклеиваем. Здесь пока у нас ничего нету в ней, потому что и кернинга у нас тоже нет. Раскрываем то, что нам нужно. То есть я раскрываю все вот эти панели, которые у меня есть справа в правом столбце. И что мы видим? Все они у нас не поместились. Но колесиком мыши мы можем между ними вот так вот прокручиваться.
И когда мы посмотрим сверху, мы увидим вот здесь вот такую зигзагообразную линию со стрелочкой, либо снизу точно так же. Она позволяет нам ниже пролистать, так сказать, содержимое. Но в процессе работы нам все эти открытые панели не нужны. Нам нужна панель Layers and Masters. Я бы заранее открыл вот эту пунктик с 3 точками. И то же самое сделал в панели Elements. Еще бы раскрыл вот эту вот часть, чтобы видеть настройки всех элементов. Вот, то есть окраску и так далее и тому подобное. Вот, примерно в таком виде она у нас есть. Панель галерея нам сейчас пока не нужна, мы ее сворачиваем. Панель кисть нам тоже не нужна, сворачиваем. Панель Stroke не нужна, сворачиваем. Панель кернинга не нужна, сворачиваем. Зато у нас теперь освободилась куча здесь места свободного, поэтому панель Layers and Masters у нас можно ее сделать поменьше. Панель Elements можно сделать побольше. И вот примерно так все до самого пола мы опускаем. Ширину тоже можно настроить. Видите, если мы ее раздвигаем, у нас что-то появляются, какие-то элементы, какие-то пропадают. Но вот в строуке, например, пропадает снизу справа. Вот сделаем так, чтобы она у нас в таком виде сохранилась. Поэтому правую, в общем, мы с вами настроили. Переходим теперь к левому столбику. Для того, чтобы сделать левый столбик, нам сделать нужно все то же самое, только теперь у нас список непосредственно панели будет другой. Нас интересует панель глиф. Открываем ее. Вот она у нас появилась, мы ее сейчас открепим. И что мы здесь можем увидеть? Ну, во-первых, вот здесь мы можем закрыть эту панель, вот здесь мы можем ее свернуть, развернуть, а вот здесь у нас есть переключение 3 режимов. Если этот режим будет у нас вот с таким прозрачным квадратиком, то как бы мы ее вот здесь не тулили нигде, она у нас приклеиваться не будет. Если мы поставим плюсик, то она у нас будет приклеиваться, либо в качестве вкладки делаться. Если будем вот этот режим переключать, то в принципе то же самое происходит. Я не знаю, в чем разница, особо мне это не интересно. Ну, в общем, если я хочу ее вклеить сюда, то я могу ее вот таким синей полоской такой ее навести, и она у меня добавится сюда. Если я хочу, чтобы она у меня поместилась в ту же самую ячейку, например, вот сюда я сделаю, теперь она у меня появилась, видите, в виде 2 вкладок. Иногда это бывает очень удобно, если места мало. Но я обычно этим не пользуюсь, проще вот так колесиком вверх-вниз проматывать все. В общем, глиф я открепляю и прилепляю ее. Оп, не то. Вот так. Вот так мы ее прилепили. Точно так же можем ширину увеличить. В общем, глиф мы сделали. Следующая у нас панель Variation. Она нам пригодится в будущем, она уже у меня автоматически приклеилась. Дальше Node. А вот это у нас криво приклеилось. Добавляем. Дальше Image. Тоже непонятно, куда прилепилась. Ставим на место. Так она выглядит. Дальше якоря. Anchors and Pins стало куда надо. Отлично. Дальше история. Тоже стала куда надо. Панель Fonts. Вот она у нас стала сюда. Но мы ее берем отсюда и приклеим ее вот сюда вниз. И Pairs and Phrases добавляем вот сюда. Вставили. Отлично. Оно у нас теперь проматывается. Все. Можем вот так вот увеличить размер. Но вот эти вот вкладки нам особо не нужны. Я примерно вот посюда ее сдвину. Панель Variation пока нам не нужна, но вообще она будет нужна. Поэтому оставляем ее в таком виде. Дальше что? Панель Image сейчас не нужна, якоря не нужны, мы их редко будем там открывать и закрывать, поэтому она у меня всегда стоит в закрытом таком варианте. Fonts мне тоже в открытом виде не нужны, фразы тоже сейчас не нужны, мы не занимаемся метриками, кернингом, поэтому здесь они нам пока не нужны, поэтому сворачиваем. По большому счету у меня обычно раскрыта вкладка Node, Variation, Glyph и в принципе все. Ну иногда даже я, наверное, закрываю их. В общем, можно пока скрыть, эти режимы нам сейчас особо не нужны. Вот в таком варианте пускай она у нас будет. Потом еще посмотрим, как она выглядит в итоговом исполнении. А на этом левая сторона у нас готова. Последний этап оформления нашей рабочей области – это нижняя зона. То есть мы настроили левую, настроили правую, здесь все окей. Но теперь нам нужно сделать так, чтобы мы видели шрифт, который мы набираем в качестве вот такого своего рода предпросмотра. Для этого нам понадобится панель превью. Я выбираю ее в списке здесь, либо Window, панель
превью, и она у меня вот здесь появилась. У вас она может появиться где угодно и в каком угодно виде, но я ее беру, открепляю сейчас и приклеиваю вот сюда, в самый низ, видите? Она у меня добавилась, можно ее чуть повыше сделать. Дальше, мне еще понадобится панель фич и панель классов. Вот они фичи, я их открепляю и помещаю их не вот снизу, не сверху, а прямо внутрь. И дальше панель классы. Точно так же отклеиваю и заклеиваю. Теперь у меня доступны здесь 3 вот такие вкладки. Почему именно в таком виде? Потому что одновременно все эти 3 панели я редко когда буду использовать. Мне всегда нужен либо предпросмотр, либо код фич, либо варианты классов. То есть одновременно не нужно. А если мне одновременно не нужно, я попеременно могу ими пользоваться, то для экономии места я их в одно место все запихну. По умолчанию у меня вот так стоит превью, поэтому переключаться между ними, я думаю, как это происходит, вы поняли. Итак, мы с вами создали рабочую область, настроили ее примерно, теперь нам нужно ее сохранить, потому что если вдруг что-то у нас сдвинется, что-то сломается, нам придется все делать заново. А делать нам это, разумеется, бы не хотелось, поэтому давайте ее сохраним. Window, Workspace, сохранить рабочую область. Здесь мы можем придумать ей какое-то название, нажать ОК. Теперь, если вдруг у меня что-то вот так вот слетело, я закрыл какое-то окошко, где-то что-то вот так вот. Ну, в общем, восстанавливать это не очень удобно. Я могу просто заново ее, либо там работаю с какой-то другой рабочей области, восстановить. Вот она у меня в списке. Вот она у меня подтянулась. Либо, если опять же у меня что-то где-то вот так вот сместилось, я могу ее же заново перезагрузить. И все у меня будет окей. Она у меня подтянулась как есть. Вот. Но тут стоит сделать небольшую ремарочку относительно конкретно этой рабочей области. По какой-то непонятной причине, если вы обратили внимание, у меня вот эта панель превью немножко выскочила за, так сказать, поля, в которой она находилась. Я не знаю, почему это происходит уже не первый год. Как это починить, я не знаю. В общем, если мы загружаем рабочую область, все вроде бы окей, но вот эта штука почему-то вылезла вперед. Поэтому, чтобы вернуть ее на место, я делаю двойной клик по заголовку, немножко сворачиваю программу и снова ее двойным кликом разворачиваю, все становится вот как есть. Теперь снова ее перезагружу, и она снова у меня вылетела. Почему? Непонятно. Со стандартными рабочими областями такого не происходит. Поэтому я просто привык, 2 раза кликнул, все стало на место. В общем, все окей, меня все устраивает. Вот, поэтому идем дальше. Допустим, у вас несколько компьютеров, и вы бы хотели эту рабочую область перекинуть на другой компьютер. Потому что настраивать ее вручную на каждом компьютере, если у вас там их очень много, ну это прям совсем неудобно. Мы можем с вами экспортировать эту рабочую область и импортировать ее в другом месте. Для того, чтобы экспортировать, вам нужно зайти в Window, Workspaces, Manage Workspace. Здесь мы можем их удалять, можем дублировать, добавлять и так далее. Вот. Здесь же мы можем ее экспортировать. Поэтому выбираем ту рабочую область, которая нам нужна, и нажимаем на вот эту иконку «Сохранить рабочую область». Нажимаем на нее, попадаем в папку с нашим проектом, либо какую-то другую по умолчанию. Здесь можно написать там какое-то название этой рабочей области и сохранить ее. Все, нажимаю ОК. Теперь мне нужно ее загрузить. Допустим, на другом компьютере с FontLab. Я захожу в Window, Workspace, менеджер рабочих областей и нажимаю теперь вот эту «Открыть рабочую область». Нахожу ее в списке, у нее расширение FL, нижнее подчеркивание, Workspace. Нажимаю «Открыть», и вот она у меня добавилась с тем же самым названием, которое я уже ранее сохранил. Жму ОК, она у меня загрузилась. Если я нажму «Отмену», то она у меня не сохранится. Поэтому очень важно всегда подтверждать все изменения кнопкой ОК. Кнопка Cancel отменяет все изменения внутри этого окна. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.